Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. И, скорее всего, это последний день, когда в Судаке идет снег, когда мы сможем любоваться и наслаждаться снегом, потому что на завтра по прогнозам погоды уже будет плюсовая температура, плюс 7, плюс 10 градусов. Все это растает, а как хотелось, чтобы еще снежочек у нас полежал, чтобы насладиться им максимально. Ну что я могу сказать, зима в этом году в Крыму была снежная, сравнивать с теми, которые я видел, в этом году была максимально снежная. Такая замечательная морозная погодка. Я успел вам показать некоторые зимние места интересные, которые вам очень понравились. И сегодня мы находимся в моем любимом городе, конечно же, в Судаке. Сейчас 5 часов вечера, я хочу просто пройтись по набережной, по всей набережной и показать вам, как она выглядит зимой. Просто сохранить этот видеоролик для истории, на память, чтобы потом через года посмотреть, как у нас было здесь в Судаке. И, друзья, на момент съемки этого видеоролика нас уже 99 тысяч подписчиков, осталось 1000, и нас будет 100 тысяч, поэтому я прошу вас максимально, мои дорогие зрители, пригласите сегодня на канал хотя бы 3 своих друзей, знакомых, родителей, родственников, детей. В общем, 3 людей, которые любят Крым. Если каждый пригласит, то уже сегодня нас будет 100 тысяч человек. Огромное число, огромное количество людей, которые любят смотреть на Крым. Я благодарен каждому, кто подписан на мой канал, кто смотрит мои видеоролики. Ну и что, друзья, давайте пройдемся уже по набережной, пройдемся от мыса Алчак до Генуэзской крепости. Без перемоток, без обрезок, будет цельный видеоролик, надеюсь. И все вам покажу. Погнали смотреть. Итак, друзья, вот такой вид на Алчак. С неба у нас прямо сейчас срывается последний снежок. И теперь будем ждать его аж до следующего года. Вот такое сегодня у нас море. Обратите внимание на цвет моря. Несмотря на то, что уже темнеет, море прям выглядит невероятно круто. Заката сегодня у нас, конечно же, не было, солнышко, потому что там на горизонте у нас тучи. И в Ялте, возможно, сейчас идет снегопад. Ну или хотя бы в Алуште точно там идет, потому что там все белое, друзья, снежные тучи. И вот так выглядит пляж колхозный в Судаке. Многие из вас конкретно на этом пляже отдыхали, загорали. Когда я снимал летние видеоролики, я очень часто здесь встречал своих зрителей на этом пляже. Точнее, вы меня встречали. Спасибо вам, что не боитесь, что подходите, что фотографируетесь. Мне очень приятно видеть и общаться с вами вживую. Ну что, друзья, давайте отправляться в сторону Генуэзской крепости. Будем вот так идти, снимать, смотреть на то, как падает снег. В общем, наслаждаться всем этим. Вот такая у нас набережная. Погодка сегодня замечательная. Так, сейчас настроим стабилизатор. Погодка замечательная, мне нравится, но сейчас не сильно холодно, всего лишь -1 градус. Как видим, уже потепление идет, а завтра вот этого снега уже не будет, которым припорошила набережная, к сожалению. На фоне у нас, видите, вдалеке гора Перчем. В переводе с крымско-татарского переводится как гребешок, потому что, видите, там растут деревья, они похожи действительно на какой-то гребешок на самой макушке. И это является самой высокой горой в окрестностях Судака. Высота ее, если не ошибаюсь, 573 метра над уровнем моря. Вот Сокол гора, она ниже, у нее 400 там с чем-то метров высота. В Новом Свете которая. Поэтому, друзья, кто покорял Перчем, напишите, как вам. Я туда, это моя первая гора, которую, кстати, я покорил в Судаке. Подъем туда очень-очень легкий. Туда даже с детьми можно свободно подняться. Но виды, которые открываются, если вы впервые поднимаетесь на горы, то вам максимально там понравится. Такая красота. Я этого, конечно же, никогда не забуду, кто первый раз зашел. Так, еще немножко колхозного пляжика. Вот такой он в снегу. Фантастическое зрелище, тем более для Судака, для наших мест. Это нетипично. Вот такая, друзья, зима снежная. Кто-то он стоит на буне, тоже делает какие-то фотографии, возможно, селфи. В этом году очень много видеороликов из Крыма со снегом, фотографии у всех. Вот здесь, кстати, стояла кафешка полуразваленная. Наконец-таки ее полностью снесли. Я надеюсь, что на этом месте сделают какой-нибудь парк с деревьями, с фонтаном, с лавочками, чтобы люди могли сидеть, отдыхать и наслаждаться морем. Вот здесь, конечно, я против вот таких шалманчиков, которые находятся на берегу моря, закрывают вид на море. Как видим, какие-то вандалы
здесь выбили ролет. Конечно, я против того, чтобы разрушали чье-то имущество. Решайте все правовыми методами. Мы живем в правом государстве все-таки. И продолжаем дальше. В этой части, смотрите, на набережной действительно много снега, больше, чем в других ее частях. Вот такая беленькая набережная. Кафешка Базаргян. Вы ее тоже, наверное, прекрасно знаете. Это, кстати, мой сосед живет рядом со мной. Вы смотрите. Раньше, насколько я знаю, кафешка была, вот, видите, по вот эту линию. Из-за того, что она занимала много мест и территории, ее попросили снести. Ну, по закону она тут занимала личную территорию. И, видите, немножко перенесли, уменьшили, но все равно кафешка здесь сохранилась. Ресторанчик, кафе, ресторан Базаргян. Так, давайте идти дальше, смотреть, что дальше. Вот здесь у нас находится, в этой стороне, аквапарк. Многие из вас там купались в аквапарке, катались на горках. Вон он там. Сейчас он зимой, конечно же, не работает. Летом заработает. Я сниму обязательно для вас оттуда видеоролик. Как в этом году, если вы вдруг смотрели мой. Так, что у нас с этой стороны? Пляжик и вот такой кораблик. Это столовая номер 1, либо Ривьера. Здесь установлена веб-камера. Вот она сверху. И вы можете в прямом эфире наблюдать отсюда за тем, что происходит на пляже и на набережной Судака. Некоторые мои подписчики меня прям видели, когда здесь снимали, писали мне там ВКонтакте: мы тебя видим на набережной по машинам рукой. Вот такие даже случаи были. Как ни странно, друзья, посмотрите. У нас работает освещение в этой части набережной. Летом оно здесь прям не работало. Ну, большую часть времени летом здесь фонари почему-то эти не светили. А зимой вот так приятно прогуляться. На набережной немноголюдно. Люди сидят по домам, потому что многие боятся холода. Возможно, кто-то на работе еще. Но вот такая она набережная зимой. Немноголюдная. Если вы выйдете часиков уже, наверное, в 7-8, то вообще здесь никого не встретите. И, собственно, поэтому я очень люблю зимний Крым, потому что здесь мало людей. А мне нравится вот так гулять, наслаждаться природой, когда никого нет. Но я думаю, это каждому бы понравилось. Поэтому, кто хочет так насладиться Крымом, приезжайте сюда обязательно зимой. И вы поймете, что есть другой Крым. Не только пляжный отдых, но еще вот такой зимний, когда можно сходить в какие-то интересные места, посмотреть интересные достопримечательности. И там не будет уже столько много людей. Вон, друзья, на фоне у нас Генуэзская крепость. Мы к ней движемся. Обязательно, я очень надеюсь, что дойдем, что не будет сильно темно. Снимаю, кстати, всю съемку свою сейчас на телефон. Многие спрашивают, что за телефон у тебя так снимают. Это, друзья, iPhone 11 обычный с 2 камерами. Вот такая качественная у него картинка оказалась. Лучше, чем даже на GoPro-шке. Так, давайте еще немножечко моря. Потом дойдем до центрального пляжа. Покажу вам центральный пляж города. Это пляж военного санатория. Вот такой он. Ладно, давайте идти дальше. Как видите, есть участки, где набережная сильно заметена снегом. Есть, где вообще его нету. Есть, где он, видите, только припорошило немного. В общем, разные. Скорее всего, это зависит из-за ветра, которым сдувает снег в определенное место. Но, конечно, набережная зимой прекрасная. Обожаю вот такие прогулочки. Еще не хватает у нас чашечки кофе в руках, чтобы идти, пить его и слушать шум моря и наслаждаться всей этой природой. Вот так, друзья, бывает в Судаке зимой, поэтому я настоятельно рекомендую вам приехать когда-нибудь в Крым зимой. Не обязательно в Судак, а вообще в любой крымский город, либо поселочек, чтобы понять, что есть еще и другой Крым, в котором вы не были никогда. Вот такая, сейчас покажу вам военный санаторий. Немножко, к сожалению, на его территорию не пускают. Я там еще, кстати, ни разу не был. Хотел бы вам показать парк, но попасть сюда мы с вами никак не сможем. Территория закрытая. Вот сам военный санаторий. Здесь находится проходная. И видите, на фоне у нас 9-этажное здание. Оно полностью разрушено, не подлежит никакому ремонту. Его только сносить и строить на его месте новое.
Вот такой корпус, к сожалению, сейчас полностью не рабочий и никак его не восстановить. А чтобы его снести и убрать, там тоже нужно очень-очень много денег. И пока, как видим, ним никто не занимается. Но стоит отметить, что другие корпуса, видите, соседний, допустим, маленький корпус, там делается какой-то ремонт. Поменяли крышу и косметически, по крайней мере, который я вижу, снаружи тоже что-то делают. Внутри не знаю, те, кто отдыхает, либо отдыхал в военном санатории, напишите, друзья, как вообще там внутри, какой там ремонт, как, ну, евроремонт, либо там Советского Союза все вот так осталось, не знаю. Очень было бы интересно еще туда фоточки посмотреть, тоже фотки таких не встречал. Смотрите, какая, друзья, красивая набережная, просто невероятно, снежок срывается с неба, потрясающие виды на горы. Гора, крепостная вот гора, потом гора Сокол, гора Орел, Караул-Аба и гора, которая похожа на дельфина, это мыс Капчин. Все это древние коралловые рифы, когда-то это все было дном Мирового океана. А сейчас, как видим, это прекрасные горы. А слева у нас, если посмотреть, то открывается вид на мыс Алчак. Алчак переводится как низкий. Гора сама небольшая, высота всего лишь 100 с лишним метров. Но там отвесные скалы, поэтому по краям ходить я вам не рекомендую, потому что это очень опасно. Здравствуйте. Мы с вами продолжаем движение дальше. Уже практически подошли к центральному пляжу. Сейчас посмотрим на этот пляж, что же там происходит. Есть люди, которые там купаются, либо нету. Но зимой только 2 человека в Судаке купаются. Это я и еще один человек. Юрий зовут, он уже в таком возрасте, тоже моржует. Вот так, идем с вами дальше. Раньше, вот, друзья, ролик первый, который я снял, с которого, в принципе, началась моя YouTube-карьера, был снят на этом буне. Я снимал шторм. Он меня здесь накрыл волной. Конечно, были времена. И сейчас вот такой здесь бун. Обычно я тоже здесь плавал в море. Потом я уже переходил на вон тот бун. Тот бун вообще считается самым длинным. Он дальше всех уходит в море. Там всегда чистая водичка. И зимнее купание раньше проводил на том буне. Прошлой зимой. Кто помнит, кто давно на меня подписан, кто смотрит ролики, я думаю, что вы это вспомните. Вот такие здесь установили детские спортивные площадки. К сожалению, обещали их к сезону, который был, сделать реконструкцию небольшую, но, как видим, ничего не сделано. Администрация особо не справилась с тем, что обещала, к сожалению. И даже вот впереди у нас спортивная площадка, там турник, были кольца. Сейчас все это отсутствует, сломано, не покрашено. В общем, администрация хотя бы к этому лету, прошу вас навести здесь порядок, чтобы когда приехали отдыхающие, они не водили своих детей на разломанные детские площадки. Так, друзья, впереди у нас что там? Уже центральный пляжик скоро. Давайте ускоримся, пройдем и посмотрим, как он сейчас выглядит в этот зимний, можно сказать, последний день, когда у нас есть снег. Завтра уже все это растает. Вот тут находится кафе, кстати, вот Бригантина, уже можете видеть на фоне ее. К сожалению, кафешка уже 2 года не работает, она тоже относится к военному санаторию. Они ее забрали и что-то там ничего не хотят делать, потому что кафешка уже начинает рассыпаться просто на глазах. Сейчас пойдем поближе, я вам покажу проблемы, те, которые я уже вижу отсюда. Территория, кстати, на этот бун закрыта, где она расположена. Дальше пройти не сможем и не разглядим, что там. Но само здание просто рассыпается. За ним никто не ухаживает, не смотрит. Печально, конечно. Еще помню те времена, когда здесь был ресторанчик на верхнем этаже. Но, к сожалению, его пришлось закрыть, потому что военный санаторий забрал здание себе. Так, давайте сейчас поближе вам я покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И, возможно, из-за моего ролика это здание сделают. Хотя я очень сомневаюсь. Мы же в Судаке, ребятки. Так, давайте свернем. Вот она, Бригантина. Да, уже надпись
Буков отсутствует. И обратите внимание на сами колонны. Сейчас буду показывать. Видите, все здание уже в трещинах, вот в таких. Кусочки некоторые просто отваливаются, шпаклевки этого бетона. Вот колонны, они тоже уже все потрескались, находятся в ужаснейшем состоянии. Видите, все это рассыпается просто на глазах. Эта колонна, смотрите, вообще не выдерживает. Возможно, вообще скоро здесь и крыша упадет на кого-нибудь. Не дай бог, конечно. Вот так, друзья. Вся колонна, видите, уже и крыша в трещинах. Поэтому находиться здесь небезопасно. Это как у нас в Судаке аварийный причал. К сожалению, здесь уже тоже будет небезопасно. Вот тоже колонна рассыпается, чтобы вы видели. Печально все это наблюдать. И вот он, наш центральный пляж. Все вы здесь точно были, если отдыхали в Судаке. Вот так он выглядит сейчас. Посмотрите, какая красота. На фоне у нас там горы припорошены снегом. Вон там вдалеке новый свет. Ну и, конечно же, шикарнейшее море. Кстати, на что я обратил внимание? Пляж был больше летом, потому что вот этого бетонного выступа я здесь не помню. Я смотрел фотки, вот здесь вот так был песочек. А сейчас, как видите, штормом песочек унесло в море. Пляжик стал немного поменьше, но я думаю, что к летом все вернется на свои места. В общем, буду держать вас обязательно в курсе. Ну и давайте отправляться дальше. Еще хотел бы замечание сделать по набережной. Посмотрите, не все вот такие, вся набережная покрыта плиткой. Где-то она уже отпала, где-то сейчас отпадает, где-то, видите, с некоторых сторон вообще не покрыли плиткой. Конечно, работу сделали не до конца и некачественно. Набережная тоже по чуть-чуть уже разваливается, и никто ней тоже не занимается, потому что обещали заменить плитку, та же администрация, но пока никаких результатов не видно. Ничего не меняется, все продолжает разрушаться, к сожалению. Поэтому администрация города, хотя бы набережную сделайте нормальную. Очень вас прошу. Вот смотрите, есть много колонн этих, где просто отсутствует плитка. Ее то ли разбили, то ли что с ней сделали, непонятно. Тут прям вообще вся в трещинах. Что делали с этой колонной, неизвестно. Так, друзья, походу здесь нам придется немножко отключиться, потому что играет музыка. А музыка, как мы знаем, очень плохо влияет на каналы в Ютубе. Могут заблокировать канал. Поэтому я сейчас, скорее всего, отключусь, пройду этот магазинчик и уже дальше включусь. Ну и здесь хотел бы вам, конечно же, тоже показать отсутствие плитки. К сожалению, вот такие незначительные проблемы, но которые очень портят вид набережной. Согласитесь, это вообще некрасиво. Вот в Ялте на набережной вы такого никогда не увидите, чтобы не было плитки там. Ялта же как-то смогла, а Судак почему-то не может. Ну и вот, друзья, центральный пляжик. С этой стороны ситуация еще более ужаснее у нас. Сейчас вам покажу, посмотрите. С этой стороны тоже отсутствует вообще очень много этой плитки. Вот. Такой прекрасный город, прекрасная набережная, но за ней, как видим, нет надлежащего ухода. Поэтому вот так и живем с вами. Извините, что обращаю свое внимание на проблемные вопросы, но, конечно, бы хотелось, чтобы их решили. Так, здесь музыка, мы должны это пройти скорее, либо вырежем, либо пройдем, будем говорить, что тогда она не запишется. Хотя по-любому запишется. Здесь тоже, смотрите, плитка, где эта плитка? Все отсутствует. Все уже разрушается, пока это не восстанавливают. Итак, мы выходим на пятачок. Именно в это место вы попадаете, когда спускаетесь по Кипарисовой аллее вниз. Вот здесь, как видим, тоже не особо у нас и многолюдно. Но, как видим, есть снежок. И такие прелестные, шикарнейшие виды на горы. Мне вот интересно, в каких был городах, не помню, чтобы горы где-то вот так близко располагались возле набережной, в шаговой доступности. Напомните мне, возможно, я какой-то город пропустил, чтобы вот такие горы были рядом. Но я вам уже показывал, в городе появилась вот такая система навигации, такие информационные стенды, куда вы можете подойти и посмотреть, в какую сторону вам двигаться, что увидеть. Есть Кипарисовая аллея, парк аттракционов, памятник Холм Славы, памятный знак жертвам Чернобыля, фонтан, туалет, автопарковка. Вот так, друзья. К сожалению, эти экраны не сенсорные, как в Севастополе, в Симферополе я видел сенсорный такой экранчик, где можно было бы нажать, посмотреть или послушать даже историю.
а вот такие обычные, примитивные, так скажем. Но и на том спасибо. Но мы с вами продолжаем наше движение в сторону Генуэзской крепости, чтобы посмотреть, что находится в той части набережной, что там изменилось, что там добавилось или убавилось. Знаете, в этом году построили вот такие торговые площадки здесь, но в принципе по дизайну они вписываются в архитектуру города, они выглядят красиво, к ним претензий вообще никаких не может быть. Вот здесь раньше был ресторан за забором, сейчас, точнее в этом году, этим сезоном, который был, там была уже столовая по-домашнему. Рестораны уже держать особо невыгодно, а выгодно держать какую-нибудь столовую, потому что у людей, друзья, так скажем, нет денег, и если столовая дешевая, там качественно готовят, то почему бы туда не пойти? Здравствуйте. Здравствуйте. А ты говорил, что в Судаке снега нету. А вот есть, снимаю снежок. Как дела у вас? Да ничего, в Алуште, когда ты был, там ты... Да. В Ялте нету, в Симферополе нету. в Ну Судаке тогда нету. не было в Судаке, а сейчас? Я помню. Так, а вы откуда? Из Судака же, да? Да, Понятно. Так, когда такая зима еще была, расскажите нам. В прошлом году не было такой не же? было. Да, уже несколько лет не было. Несколько лет не было, да? Раньше были зимы. Ну раньше Было. там, да, давно когда-то я тоже смотрел, фотки были. 20 градусов было. Охо. Море не замерзало? Не, причал только вот так чуть-чуть. Причал. обледенел. Понятно. Море замерзало. Ну, в истории, В истории ездили на есть саночках в летописи. в что В на Судаке санках вообще, да? ездили, на конях, на санках в Турцию ездили через море. Ну, это Ага. было очень-очень давно. Ничего себе, нужно почитать эту историю. Хорошо, спасибо вам большое. До Давай, свидания. Удачи. Вот такие, друзья мои, шикарные подписчики. Говорят, что читали где-то в истории, что море черное когда-то замерзало, что можно было на санках доехать до Турции. Не знаю, насколько это достоверная информация. Если вы об этом тоже слышали, либо о такой легенде, то, конечно же, напишите в комментариях, либо отправьте мне ссылочку, чтобы я зашел и тоже это прочитал. Прям мне очень интересно, когда такое было. Это, наверное, круто, когда море замерзло. Сколько-то температура была? Минус, наверное, 40, либо 50 градусов. Так, а у нас уже темнеет и темнеет. Уже прям темно становится. Нужно немножко идти побыстрее, чтобы все вам успеть показать. Вот здесь, друзья, высадили кипарисы. Видите? Таких, но, к сожалению, или туйки, что это? К сожалению, все здесь засохли, стоят желтые. Печально. Но в этом году у нас в Крыму засуха. Много деревьев погибло из-за отсутствия воды. Но надеюсь, что, конечно же, лесничие будут в лесах высаживать все это заново и возобновят лесной фонд. Судака хотя бы. Ничего, Тань, поехала сегодня в этот Симферополь. Ой. Ну и, друзья, вот мы уже на финишной прямой Генуэзской крепости. Здесь такой большой участок набережной. Как видим, он пустой, но очень скользкий, я вам скажу. Здесь такой лед, припорошенный снегом. И идти скользко, может даже упасть. Даже уверен, что здесь кто-то, наверное, падал. Потому что действительно очень-очень скользко. Так, сейчас еще на море. Ой-ой-ой, посмотрим. Ну, видите, здесь уже на пляже нет снега, как на колхозном. Здесь же такие пляжи более-менее песочные. Но вот этот пляж стал намного больше. Мне кажется, что весь песок с центрального пляжа вымыло вот сюда, к этому буну. Потому что действительно широкий он стал, на несколько метров увеличился. Метров, наверное, на 5, на 6 больше стал. Так, идем дальше. К сожалению, из-за этого коронавируса на территорию парка Ток-Судак тоже пройти нельзя. А так бы я вам там походил, поснимал красивые деревья, растения. Но, друзья, пока попасть сюда с вами мы не можем. Пока не закончится вся эта ситуация, вся эта обстановка с этим вирусом. Так, уже прям совсем темно. Скоро даже телефон не сможет вывести нашу картиночку ночную. В этой части почему-то не горят фонари на набережной. Видать, здесь экономят на электричестве. Ой, вот такая
такая, друзья, красота зимой в Судаке. Ходить по набережной, дышать этим морским воздухом, лечебным. Здесь у нас такие растут деревья, сосны, фитонциды которых являются полезными, которые убивают микробы и благоприятно влияют на органы вашего дыхания. Вот здесь находится грузинская лавочка, точнее грузинская лавка, она работает, насколько я знаю, и зимой. Только непонятно в какие дни. Обязательно сюда зайдите, я рекомендую, здесь очень вкусно готовят. Поэтому здесь ставим лайк грузинской лавке, кто там питался, могут это подтвердить в комментариях. Ну, движемся с вами дальше, хотя бы до причала должны дойти, посмотреть, что с ним. Ну вот здесь, друзья, находится у нас здание Консул, так сказать, белое здание. Там ресторан и библиотека. Ну, кстати, ресторан, не знаю, работает или нет, я ни разу, кстати, там не был. Внутри не могу вам сказать, что там. Вот такое оно. Конечно, прогуляться бы сейчас по парку здесь было вообще шикарно. Но, к сожалению, все закрыто. Пойдемте дальше. Вон уже Генуэзская крепость у нас, конечно, очень красиво подсвечивается. Если вы попадете на улицу Рыбачья, это в Уютном, там есть шикарная смотровая площадка, с которой прям открываются очень красивые виды на Генуэзскую крепость. И оттуда вы сможете сделать себе шикарную фотографию. Поэтому, друзья, туда можно прям подъехать на своем авто. Там есть место для парковки. Поэтому без проблем вы сможете это сделать. Так, мы уже 25 минут идем по набережной. Сколько там набережная длиной? Я не помню. Вроде бы 2 или 3 километра в этом радиусе. Конечно, набережная длинная. И вот такая. На набережной не хватает зелени, к сожалению. Я смотрел старые фоточки. Именно вот здесь, в этой части, была такая клумба прямая. И на ней росли деревья. Они уже были большими, к сожалению, когда делали реконструкцию набережной, их почему-то выкорчевали и просто убрали. Представляете, если бы здесь вот с этой стороны сейчас росли деревья, розы, как бы все здесь шикарно смотрелось. А летом это был бы тенек, и не нужно было бы ходить под палящим солнцем. Можно было бы спрятаться в тенек, посидеть, отдохнуть. А сейчас, чтобы вырастить такие деревья, ну, нужно лет 20-30 как минимум. Либо потратиться и купить уже большие деревья, как это сделали в Севастополе, на улице Большая Морская, которую я вам показывал перед Новым годом. Там высадили большие, уже высокие деревья. Они выглядят просто невероятно красиво. Поэтому вот в Судаке такое бы сделать. Но это, конечно, нужен 1 миллиард рублей, чтобы сделать такое в Судаке. У нас причал не могут уже 4 года сделать. А мы тут говорим, чтобы нам деревья какие-то большие высадили на набережной. Печально, конечно, все это. Но как-то живем. Возможно, в будущем все это изменится. Невозможно, а точно это все изменится. Так, у нас уже прям вообще темно. Нужно подснять успеть и домой скорее загружать для вас видеоролик, чтобы вы смогли ним насладиться, вспомнить те времена, когда вы приезжали в Судак. Возможно, вы этим летом приезжали, возможно, много лет назад. И посмотреть, как здесь все изменилось. И вспомнить, конечно же, свой отдых, как вы тут гуляли, наслаждались Крымом. Летом, конечно, здесь очень много людей приезжает в Судак. Особо не насладишься вот такой природой на набережной. Потому что шум какой-то, гам, куча людей. Но тоже имеет место быть в такие времена. Так, мы уже подходим к кафе Аладдиное. Тоже наши зрители идут, машут нам, увидятся потом в ролике. Так, друзья, вот она, Генуэзская крепость, прямо перед нами. Отсюда, кстати, подсветочку не видно. Нужно подниматься туда. Но это вы уже сделаете сами. Подъедете туда, либо летом, либо
сейчас, если вы отдыхаете здесь и посмотрите на эти виды. Кстати, оттуда тоже открывается с смотровой площадки очень красивый вид на сам город Судак. Поэтому рекомендую туда подъехать и сделать себе интересных фотографий. Также есть смысл приехать в мае, потому что в мае у нас на набережной цветут розы. Это шикарное зрелище, я уже показывал. Когда у меня было мало подписчиков, они видели все это. Ну и в этом году я вам тоже обязательно покажу, как будет цвести роза, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Что зрелище тоже фантастическое. Так. Ну, мы практически уже дошли. 28 минут у нас на тайм-коде. Видеоролик идет. Как у меня еще не села батарейка на телефоне, не знаю, друзья. Держится. Держится просто до последнего. Здесь у нас находится кафешка «Огненный дракон». Тоже какие-то магазинчики. Помните, был сильный шторм, набережную вот так подмыло снизу, и она отклонилась. Здесь все было разрушено. Ну, хотя бы здесь слой, вот тут внизу плиткой выложили, его тоже не было. А стенку эту также не выложили, и вот такой ужасный вид получается. Почему не сделали, непонятно. То ли у них нет такой плитки, то ли нет денег, то ли нет мастеров, которые смогли это сделать. Ну, в общем, Судаку нужно однозначно меняться, нужно улучшать набережную, потому что набережная — это лицо города. И по набережной можем видеть, какое лицо у нас в городе. Если пройти по городу, конечно, и показать его проблемы, их там в десятки раз будет больше. Так, ну мы с вами идем дальше. Здесь мы уже выходим на дорогу. Кафе «Арзы» здесь находится. Помните, мы здесь пробовали самые дорогие устрицы в Крыму? Так, вот здесь. Сюда, кстати, вы уже можете приехать на машине к этой части, потому что здесь проходит дорога по улице Морской и выходит туда, к этой гостинице «Бастион». Там, та-дам, желтый флаг. Что он обозначает? Внимание! Знак, что красный обозначает, что на море шторм, купание запрещено. А желтый непонятно. Вот такой, друзья, он сегодня был у нас. Судак, Судакская набережная. Полностью прошли ее, без всяких склеек, без перемоток. Показал вам все, как есть на самом деле, всю правду. Посмотрели даже проблемные места набережной. Ну и дошли до причала. Вот он наш причал судакский, но к Судаку не имеет никакого отношения. Он относится к Ялтинскому порту, насколько мне известно. И вот Генуэзская крепость. Посмотрите, какая красота. Так, не сбейте нас. Сюда заворачивать. Вот здесь, друзья, раньше тоже стояли какие-то шаманы. Их посносили. И теперь здесь освободилось место, которое дает нам доступ на море. Точнее, вид на море, на пляж. И я рад, что их поубирали, эти точки торговые. Тут продавали билеты на экскурсии, еще что-то. Сейчас их, как видим, нет. И хорошо. Можем любоваться вот таким видом на море, на Крабий остров. Вон у нас вдалеке. Там пляж Мохито, мой любимый пляж в Судаке. И вот такая Генуэзская крепость здесь. Ну и, конечно же, наш аварийный причал. Я очень надеюсь, что когда-нибудь его сделают, потому что это грустно. Просто грустно. И люди там летом прям под ним отдыхают, прячутся в тенек, но это опасно, он может в любой момент обрушиться, потому что он практически там уже и висит. И вон вдалеке у нас мыс Алчак, и за ним гора Меганом. Видеоролик оттуда вы видели вчера, как я ходил туда на маяк. Но маяк отсюда я не вижу, возможно, он сейчас не светится, его видно хорошо с этого, с нового света, с мыса Капчик. Ну что, друзья, вот такой видеоролик получился у нас сегодня. Надеюсь, он вам понравился. Поддержите его максимально, как только можете. Лайками, комментариями, подпиской и, конечно же, приводите своих друзей на канал, потому что нас уже совсем скоро будет 100 тысяч человек. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока!